Я хотела донести мысль, что если мы сочувствуем друг другу, тогда мы можем прорабатывать и свои собственные блоки. Если мы сочувствуем, вот мы смотрим, например, какая-то есть ситуация, и мы понимаем, что в моей жизни то же самое происходило, тогда прорабатываются и наши блоки. Это как раз я читала очень интересно, это научные статьи о зеркальных нейронах. Это точно так же, как маленькие дети, им все равно, что говорят родители, им главное, как они поступают, и они копируют их поведение. Точно такое же происходит и типа копирования, когда мы имеем вот эти нейроны развитые, они как духовные нейроны. Есть физические, которые физический план копируют, и есть духовные, которые духовный план копируют. То есть, когда мы можем соприкасаться с чужой болью, с чужой радостью, мы это воспринимаем как свое, так и ученые говорят, что это признак высокодуховной личности. Так, как нас позакрывали и как мы можем себя раскрывать. И если вот идет такая волна от некоторых, никому ничего не дать, никому не посочувствовать, ну, то понятно, откуда это идет. То есть это еще больше закрыться, еще больше углубиться вот эти все детские блоки и принесенные с прошлых воплощений, еще больше все усугубить. Так что благодаря Да. нашей общей работе мы все улучшаемся. У меня не было ни одного дня, чтобы я вас, Виктория, не вспоминала и о вас не думала. Я все время с вами, потому что, как я в прошлый раз на интервью говорила, то есть это все равно, что я всю жизнь была какая-то сумасшедшая, а сейчас я просто протрезвела, и я смотрю, и я такая, о май гад. Ну что, слушаем вас теперь. Да, до того, как я прочитаю то, что я написала, вот эти аспекты, значит, мне на днях приснился сон, до меня дошло, я верю, что я пришла со своим глобальным контрактом, э, но у меня это все так сложилось, такая цепочка событий. Мне на днях приснился сон, мне приснилась матка матрицы антимира, она выглядела как киборг, и такое ощущение, я знаю вот эти ощущения, как бы вот этих вибраций антимира, они все время ощущаются как вкус металла в горле. Это вот такая тошнота начинается, и во снах я не раз это испытывала, и я так и вот мне и пришло в сознание, что она пришла, она на меня посмотрела, то есть до этого до меня дошло, что происходит и что они пытались со мной сделать. И потом мне приснился вот этот сон, и она мне явилась, и я поняла, что она киборг. Она на меня посмотрела, и такая мысль была, что типа, ну, что ты тут отрабатываешь? Я все равно вас всех имею. Но почему-то потом явился Серафим, то есть и он тоже как бы во сне, как бы, ну, вот эти энергии, что он тоже меня насилует, но почему-то во сне было, что она управляет им, Серафимом, а она над ними стоит, да, вот. И на следующий день у меня стали появляться вот эти пчелы, то есть то на машину села, то домой прилетела. Вчера подруга прислала мне фотографии, она работает как бы, ну, там цветочный магазин. Она такая: "О, смотри, какие цветы, пчелы". И она мне присылает, то есть фотографию пчелы. Я такая: "Обалдеть". Ну, то есть совпадений не бывает. И я просто вспомнила, что, в детстве, где-то лет, до 5 у меня была такая способность, я порой могла видеть человека, и вот это странное ощущение, когда я понимала, что я смотрю на человека, а по ощущениям, что другие вибрации. То есть это не какие-то неземные вибрации. То есть у меня начиналась очень сильная тошнота, и меня мутило весь день. И я не могла понять, и мне не у кого было спросить, как у ребенка, то есть что я увидела. И вот мы можем записать, можно посмотреть, потому что у меня это прям картинка стоит. Вот один такой случай я запомнила, что мы с мамой ехали в автобусе, и я увидела вот этого человека, меня так тошнило, меня так мутило. То есть вот опять в горле вот это ощущение, вот это привкус металла. Вот. И потом вот начались вот эти события. Ну вот я сейчас все вот это прочитаю. Значит, моя главная цель, почему я пришла, это я в феврале, нет, в январе я переболела ковидом.
Причем я не принимала никаких сиропов, то есть модных. Вот, просто так получилось, все в компании заразились, и вот я переболела кодом, и у меня пропало обоняние, я не чувствую запахи. Отменяю свое решение позволить вторгнуться в мое личное пространство и внести погрешности в мою систему восприятия реальности. Я полностью возвращаю себе истинное восприятие реальности, свое обоняние и слух на всех уровнях, во всех временах. Я призываю силы кармы на Код и его создателей за распространение лжи и погрешности. И, значит, когда я, значит, вот это начала дышать на эту модную болезнь, я потом, вот бывает, я очень люблю садиться и выписывать на бумагу. Я просто сажусь, вот после вот этого состояния, я продышусь смачно, я чувствую, как вот вхожу вот в это альфа-состояние. И я сама того не понимаю, но я написала вот это, вы еще у меня на интервью спросили, то есть откуда я это взяла. Ну, вот я так и написала, что я отменяю свой самый первый контракт вот с этим. Но я его только вот написала на букву «В», да, в Фоме, да. И я не знала, что это, кто это, что это за имя. Я погуглила, мне ничего не выдало. А потом на следующий день у вас на сеансах вышло вот это имя, и оно начало вот так повторяться как бы на нескольких сеансах, и до меня все дошло. Вот. И после этого начала вспоминать то, что я совершенно забыла и не вылезала на других сеансах. То есть вот я наконец-то дошла до этого, что нас в детстве родители оставляли в доме бабушки. Это было где-то вот 5-6 лет. Каждое лето на пару месяцев. И у меня на дом бабушки была очень сильная аллергия. То есть у меня там, я не могла дышать, у меня закладывало нос, у меня сильно чесались глаза, и мне приходилось использовать, ну, такое советское вот это вот нафтизин, вот это лекарство. И, конечно же, мне его не хватало, я его много использовала, и бабушка все время ругалась на меня. Вот это состояние я очень хорошо помню. То есть вот эта аллергия — это когда ты просто, ну, не знаешь, куда себя деть, тебя не легчает, и вот пока ты там находишься, там, месяц, сколько там, то есть вот просто плохо. И вот такая дезориентация, и вот, ну, такое очень паршивое состояние. А что самое интересное, пока я дышала, и вот это все, бабушки не стало на днях. Ее не стало в четверг, а сегодня были ее похороны. Вот так. Бабушке было 95 лет. Тоже верю, что совпадений не бывает. Также вспомнила, что вот в это же лето я из любопытства взяла цыпленка, я не знаю, что на меня нашло, и я взяла и перекрыла ему клюв, перекрыла ему дыхание, вот детское любопытство, решила посмотреть, что с ним будет. Он, конечно же, чуть не помер, я испугалась, я его отпустила, он там побежал. Отменяю свое решение брать этого цыпленка и перекрывать ему кислород. Также бабушка водила нас с сестрой, я вот не помню, там каждую пятницу или каждую субботу, то есть в баню, и мне это жутко не нравилось, мне все время там становилось плохо. И один раз от безвыходности мне было очень жарко, и мне хотелось холодной воды просто. Но я сунула ладонь не под кран с холодной водой, а под горячую, и обожгла себе пальцы. Называется, хотела прийти в себя. Вот, я отменяю свое решение разрешать бабушке водить нас в баню и обжигать себе ладонь. И также, слушая один из сеансов, я вспомнила, что тоже один раз, чуть вот находясь на балконе, это 7-й этаж, я чуть не перелезла за ограждение вот этого вот балкона, и женщина с соседнего дома увидела меня, она начала кричать, чтобы я слезла, потом она прибежала, звонила в дверь, то есть родители там были в шоке, но я помню, что вот как раз-таки тоже бабушка, эта же самая бабушка у нас в гостях была. Вот, отменяя свое решение, лезть на ограждение балкона и вообще выходить играть на балкон. Вспомнила, вот тоже интересно, вот карты просто сопровождают меня всю мою жизнь. Вспомнила, что первый раз я взяла карты в руки, когда дедушка, вот этот муж этой бабушки, учил нас играть в карты в возрасте 4 лет. Тоже отменяю свое решение брать эти игральные карты и обучаться игре. Потом вот дышала, и такое выражение стало в голове все время «человек на чердаке». И приснился сон, что в моем пространстве прячется существо, похожее на лешего. Вот, словно я дерево большое, и я такая поднимаю эти ветки, и я вижу, что вот он сидит там в кустах, прячется. Я приказываю этому существу проявиться и убираться из моего личного пространства, и призываю на него силы кармы за вторжение в мое личное пространство.
Ну и последний такой аспект, который гложет меня больше всего, это я отменяю свое решение положить свой взгляд и посвятить себя бывшему мужу Евгению. Я возвращаю свой взгляд себе и перевожу его на Первотворца. Отменяю свое решение выходить за Евгения замуж и проводить церемонию бракосочетания. И во время церемонии, это была не моя идея, это свадебный организатор придумала, значит, такую церемонию с песком. Это когда завязывают руки, и, значит, вот мы сыпали завязанными как бы руками. У него свой был песок, у меня свой разных цветов, и вот мы в одну вот эту чашу сыпали вот этот песок. Отменяю эту церемонию с песком, возвращаю себе весь свой потенциал, все частицы своей души, что вложила в эти отношения, и прошу прощения у своей родственной души за то, что посвятила себя другому. Также из-за того, что я как бы, у нас, то есть мы 17 лет были, то есть мы сходились, расходились, то есть это первая любовь, соответственно, тяжело было как бы расстаться с человеком, потому что руку оторвать как бы. И, конечно же, мое самое большое сожаление, которое я хочу просто стереть и убрать, это то, что я из-за этого человека я чуть было не ушла от своего призвания, как бы не ушла. И вот это по сей день меня очень, как бы, как-то душа не на месте из-за этого. Себя Тоже нужно хотела... простить. Понимаю. Мы же других прощаем, почему себя нет? Но это такое сожаление в душе, что вот я как бы чуть было не ушла, да, и столько лет потратила, то есть на иллюзии, да, на ложь, и от этого просто порой как бы прям... Сейчас я вернулась, да, к этому, к своему творчеству, но как бы все равно душа порой болит. Хочу тоже это все, отказываюсь от этого. И да, и, пожалуй, это все. А какие практики у тебя были? Напомни коротко. Да, практики я все, то есть написала, но мы все это, то есть я все отказывалась, ну, их тут... Все равно списком скажи. Окей, это были, значит, в детстве мама подарила, у нас книга была «Великий оракул», потом это были карты разные, то есть это как и гадали на игральных картах, потом еще мама дарила такие какие-то там тоже карты. Ходила на курсы Таро, занималась Таро, гадала картами Таро. Потом занималась проработкой детских травм с Аней Лемешко. Потом изучала новые руны академика Годжа. Посещала сеансы по восстановлению биоэнергетики как бы тела, тоже по технике Годжа. Ну и ходила вот на разные лекции, как бы тоже. Я как бы, когда я очень сильно ушла в эту лжедуховность, эзотерику, и я очень много книг читала, и на лекциях была это вот Соня Шаке, Джо Диспенза, Стив Ротер, Тимара Антонио Райт, Белинда Вомак, Жаклин Смис, слушала Крайона, делала сессию регрессии по технике Долорес Каннон, делала тоже сессию регрессии с такой Еленой Голубцовой, занималась много лет йогой и медитациями. И один раз прошла похожий сеанс, как у вас, это вот с двумя женщинами из Литвы, Рамуни и Ниёля. Но я как бы выписала, отказалась, потому что мне этот сеанс полным бредом показался, поэтому... Елена, это у тебя не было с нами сеанса? Первые 2 сеанса с Викторией и с Тарасом, да, мне были. Я понял. А помощников не вызывала, духов не вызывала? Нет, я не смотрела, я, слава богу, боже, самый первый раз я говорила, что я так счастлива, что я Виктория именно на вас вышла, потому что у меня тогда выбор был, мне сказали, вот есть Виктория, есть Мона. И я такая, Виктория, мне имя нравится, Виктория, я хочу Викторию. Просто. И я никогда не попала и не видела, и не смотрела, то есть даже, боже, какое счастье. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Угу, хорошо. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Елены. Елена, 1, 2, 3.
Сначала увидела со стороны возле левой ноги кто-то вот так сделал тьфу, и прибил печатку. Угу. И оно вот так связано как бы под ногами. И когда ты говоришь Елена, то вижу как Так. выходит энергосфера. Такая, ну, вытянутая как бы сзади. Как будто бы за шар кто-то зацепил и потянул в сектор интерферентов. И все вот так вот поделено, как гармошка раздвинулась. Так, а что в гармошку превратилась? Какая-то энергия? Ее, да, ее энергосфера. Угу. Она вот так буквально считывается, расслоилась. Угу. Вот так. И там я вижу есть зацепка. Так, я смотрю. Угу. Считываю ее эфирную. Угу. Считай, Виктория. Ее эфирная ДНК? Елена ли это? Идет такой образ, он постоянно с первых секунд, что кто-то как будто такая темная энергия, бесформенная, качает на руках ребенка. И я слышу мой ребенок. Угу. А Елена, да, это она. У нее что-то на лбу написано. Она вот так показывает в сектор интерферента. Угу. Так. Виктория, отодвинь пока это. Спроси у Елены разрешение потрудиться с ней для нее. Она сразу передвинулась так в сектор будущего, в сектор миссии. И пространство посветлело. И Угу. разделилось на двое. Ее энергосфера считывается, отпечаталась. Сейчас, или распечаталась. Сейчас я посмотрю, что это. Я еще раз спрашиваю, дает ли она связь. Да, и она стоит в таком портале, как бы внутри горящего портала, очень горячая там энергия. И она показывает вот так в правую сторону, в сектор первотворца, в сектор будущего. И как-то так тревожно говорит, что мой дом там. Угу. А в этот момент я вижу, как в секторе, там в нижних пространствах, в секторе интерферентов, кто-то маленького ребенка, как в кроватке. Такая энергия, как дымка черная. И в кроватке ее так накрывает одеялом. Угу. Так. Считай, что это за ребенок? Кого накрывает? Это она. Угу. И Так. это связано вот с сектором принятия решений, жертвоприношений и сектором магии. Угу. Так, кто качает там вот этой фигуре, я приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Кто там качал на руках? Он называет себя домашний бог. Очень весь такой, знаешь, как черная дымка,
А когда говорил домашний бог, то проявилось такое беловатое, как гипноз, лицо, Мгм. такое бесформенное. Ага. Это мне оно снилось. Я еще подумала, такой ерунды еще в жизни не видела, и никогда мне такие глупые сны не снились. Такое какое-то существо, которое было сначала как будто собака или какое-то животное, на котором прицепились маленькие детки, тоже такие все лохматые, страшные. Когда я на него внимательно посмотрела, оно превратилось в какого-то... А он говорит, домашний божок. Божок, то есть Мгм. божок. И связано это с сектором магии. То есть это как эгрегор, скажем так. Мгм. Потом считывается как-то инфантильный. И у меня во сне, он тоже, в моем сне, он тоже лежал. То есть он превратился как будто бы в мужчину в какого-то, вот такое что-то непонятное. Инфантильный. Почему инфантильный? Мгм. Я вижу, что, слышу, бабушка зажигает свечи. А, Она как будто ему молится, что ли, что-то. Она ему что-то приносит как в жертву в таких каких-то баночках, как будто от консервов маленьких. Мгм. Какое-то масло. Так, а кто эта бабушка? Я ей приказываю проявиться в соответствии с физическим ДНК. Елена говорит, что это ее бабушка. И я вижу две девочки. Мгм. Они считываются почему-то заложницы. Так, а почему заложницы? Они заложницы вот этого домашнего бога, башка этого. Мгм. Так, Надо да. посмотреть, кто он, потому что он... Сейчас я считаю его эфирное ДНК. Угу. Считай, Виктория. И я вижу, что в секторе магии он как будто бы, вот слышу, трещит, как сухие ветки. И он выходит из этих сухих веток. Так, кто он? Голова вот эта белая такая, и у него в левом ухе такой отросток, а в этом отростке такой глаз. Угу. Считывается, вот я когда сейчас дух дракона. Так, сейчас я разложу, какие в нем есть, считывается, инфекции. Угу. Когда вот это идет инфекция, я вижу, что это как портал такой, и там вот так разложены паразитические инфекции. Угу. Программирование на ущерб. Ну и постоянно вот это идет домашний божок. Так, а почему вот этот домашний божок, Виктория? Почему идет соответствие с этим именем? Он как-то связан с культом поклонения бабушке. Сейчас я посмотрю. И идет такой зеленый цвет, как плесень. Он считывается как вирус. То есть там какая-то зеленая, как плесень. Угу. Вот этот цвет зеленый, он считывается как плесень. Вот. И
и такой вот воздух затхлый. А откуда же он взялся, этот божок? Мгм. И Да, Виктор. постоянно идет вот это, что ребенок болен, лежит, вот так, как будто кто-то градусник вот так струшивает, Мгм. меряет температуру. Ну, это не бабушка, а это именно так, вот эта программа этого башка домашнего. Мгм. Хорошо, Виктор, давай посмотрим, когда этот эгрегор впервые подсоединился к эфирному телу Елены. Пусть это событие Елена покажет. И я вижу картинку, как мама буквально вот так отдает ребенка, ну маленького, совсем маленького, в пеленках. Так. Считывается как-то подержать на Луну. Я вижу, что бабушка делает какой-то ритуал. Она что, да, Луна там появляется. Угу. И Так. она делает, ну, такой вот Луна, ночь. И она делает, считывается косяк. Что-то имеется, косяк в смысле косяк дома. Угу. Почему-то. То есть дом, косяк, ну как какой-то уклон, косяк. И она что-то там делает. Она делает какой-то ритуал. Вот эта баночка с маслом. Угу. Масло на Луне. Блики такие дает. Отсвечивается. Блики. Так. Угу. Так, что происходит на эфирном плане? На эфирном плане я вижу, что завязывается вот такой, как огромный черный бант с такого жгута черного. Именно вот там какой-то вот этот угол, какой-то косяк. То есть Угу. идет как косяк, но я вижу буквально угол дома. Вот угол дома, и там как будто где фундамент, вот до сих пор там как-то вот эта штука, вот эта баночка с этим маслом. Угу. И как мать дает подержать. Так, а вот этот бант завязанный, что это за бант? Он считывается укусить. Вижу, как будто вот этими зубами, знаешь, не клыками, а дальше, которые могут кусать, Угу. раскусывать ниточки. Так. Считывается укусить. Как безбрежие идет. Ясно. Так, я приказываю хозяину этого банта проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Я вижу, что вот этот ублюдок уже несколько раз звучит. Он тот же самый дух с белой головой, он проявляется. Вот тот из моего сна. Угу. Так, кто этот ублюдок? Я ему приказываю отвечать, кто он такой. Слышу Вельзевул, и проявляется сейчас как вот эти запчасти, как будто бы он собран с каких-то отдельных запчастей. Угу. И это эгрегор считывается как домушник, царь дома, хозяин дома, бог дома. Угу. Домовой, типа. Так, хорошо. Я этому Вельзевулу приказываю отвечать, что он делает в пространстве Елены. Он говорит, мне нужны обе девочки, Зачем? обе души. Приказываем отвечать. Он говорит, что я их присваиваю.
С какой целью он их? Он говорит, они мои дети. И я вижу, как он укладывает, вот то, что я видела в начале, и укрывает этим покрывалом. Мгм. Так, Он Виктория. говорит, что он их растит, сейчас растит Да. для экспериментов. И вот это звучит запрещенное слово, типа 19. Мгм. Так, ясно. Мгм. Виктория, считай, есть ли у этого Вельзевулы частички души Елены? Есть. Он говорит, ну почему-то постоянно о двоих говорит. Говорит, Мгм. мне их отдали. Так, а что за частичка души Елены? Что это за частица? А я вижу, она плачет. Ну, вообще маленький ребенок. Мгм. И она плачет и говорит, я не хотела. Сейчас нужно смотреть, что происходило в тот момент, когда мать почему-то, может, они в гости приехали, но вот идет, что она дала подержать. И я вижу, как бабушка берет ее на руки и Так. смотрит, а у бабушки вся черная сторона левая, и рука у нее как будто такой, ну, вот эти программы вот этого Вельзевула, домашнего бога. Мгм. И вот так смотрит с левой стороны на малышку. Мгм. Это может даже быть, знаешь, что это даже может быть и фотографии вижу ее. Мгм. Такая интересная, вот так обрезанная какими-то как... Так. Виктория, читая информацию, есть ли у Елены с Вельзевулом контракт? проявляется вот этот глаз, который в левом ухе. Мгм. Вот там в левом ухе есть такой, знаешь, там вот так, как бугорочек. Мгм. Вот в том бугорочке такая какая-то, как выходит, как будто как у улитки прячутся глаза. Выходит такой глаз. Так, что это за глаз, Виктория? Это у программы, это программа этот глаз. Так. И я вижу, он вот так выдвигается и смотрит на книгу. И я вижу, что там такая книга, и приходит такая девушка, красивенькая, но какая-то такая, как будто бы сонная. Мгм. Она вот так ручки как-то сложила, вот так плечики опущены, босая в такой длинной рубашке. Распущенные волосы, и луна светит, и она вот так ножкой, правой ножкой вот так касается этой книги, как в омут заходит, и так блестит вода от луны. Мгм. Так, Так, сейчас я посмотрю, что это за луна. Мгм. Она уже Посмотри. второй раз появляется. Мгм. Эта луна, я вижу, что вот этот Вильзевул, у него вот такие, как полумесяцы, такие, как карточки какие-то. Как помнишь, в твоем сеансе такие стеклышки были разноцветные. Мгм. А это такие же, только как полумесяц, и его рука вот так тянется, закрывает
первотворца, закрывает будущее, и вот так вот раз меняет, и считываются карты, Угу. гадания. Угу. Так, Виктория, вот эти программы «Глаза», Да. какая их функция, этих глаз? Что это за программа? Сейчас я посмотрю. Оно вот так звучит, как ушная раковина. Я вижу, что там такой механизм, какой-то имплант. Он так дрожит, звук там, и как будто пружина металлическая. Угу. И от этого уха, это вот ментально так оно сложено, это как психосоматика, так эти программы так работают. И я вижу, что это идет вот так связь с этим Вельзевулом, закрывает будущее, закрывает свет Первотворца, и вот так вот это, только вот эти карты так щелк, щелк меняются. Так, сейчас я смотрю, сейчас, предопределение, то есть захват власти над будущим, Угу. фокус, Смещение фокуса. Угу. да, и слышу мембраны, чтобы слышать ложь. Угу. Вот, Так, идет понятно. воздействие, это вот этот имплант так работает, эта программа. Смещение фокуса, слышать ложь, активировать вот домашнего божка. А кто такой этот домашний божок? Оно так и звучит, Вельзевул. Угу. То есть это его, это вся конструкция, и вот эти Таро, вот эти карты, это... Угу. Да. Так, хорошо, Виктория, я понял. Вот я спрашивал тебя насчет контракта с Вильзевулом. Когда... Да, снова я вижу эту книгу, в которую вот вступает. Угу. Ногой она наступила, да? Да, как вошла в эту воду, и я вижу, что она ножку опускает и погружается, как будто бы тонет туда, просто в портал, прямо как в сливной шланг какой-то. И очутилась внизу и так села перед таким черным столом. Угу. Так. А там звучит так: мама. Через маму. Мама у нее находится в секторе магии. И она вот так сидит, как лицо мамы, вот эти энергии этого Вельзевула. И так раз разложили карты. Угу. Пасьянс. Так, Виктория, считай информацию. Первый раз эта зацепка была, когда мама отдала бабушке что-то на Луну. Да, Угу. да. Давай посмотрим именно вот это событие, что мама... Приказываю маме этой проявиться. Я вижу, что как будто бы из болота такой звук идет. Ее вот эта душа, она там, эта ситуация, скажем так, захватила ее душу. Считывается, придала на очертания. Я вижу тот момент, когда она перелезала через балкон. Это как придала. То есть эти программы уже были вложены, программы предательства детей, потому что в ней эти программы предательства работали.
Так. А она говорит, я не хотела. Я ей показываю эту всю ситуацию. И там она не пишет, как маму зовут, Не потому было. что имени не идет. Мгм. Елена, ты можешь написать в общем чате, если ты сможешь. И имя бабушки, чтобы идентифицировать. Бабушка есть Таисия. Потому что они, имена не идут пока. Бабушка Таисия. Елена, там вот этот чат написано, да, нажимаешь на него, там диалоговое окно. В него пишешь и Enter. Так. Вот эта мама говорит, что не знала, да, что делает, или как она ответила? Не хотела. Не хотела? Так, а спроси у нее, а кто ее заставил? Она показывает, как у нее ноги, черные ноги затянуты в такой узел, в такой черный узел, и я вижу, что этот узел тоже там связан, где этот косяк дома. Угу. И Ага. вот этот узелок, где связана Елена, он вот так вот тянется, но у Елены он уже не черный, а такой серый, а у мамы очень черный. Угу. Маму зовут Людмила, говорит Елена. Сейчас я ее позову. Угу, позови. Мама Людмила. Она никак не может выкарабкаться оттуда. Угу. Я ей передаю информацию, что Елена, ее дочь, ее прощает и передает информацию. Я говорю, чтобы Елена ей передала лично по ее этим привязкам. Угу. Пусть она Вот. передадим через Елену алгоритм освобождения и покажем ту ситуацию, которая произошла с этим Вельзевулом. Кто он такой? Но идет сейчас информация, что вот мама показывает и говорит, я начертила, и вот эти как кустарник сухих веток именно в секторе магии с этим домом бабушкиным. И я вижу, как Елена вот так кашляет, у нее вот это как ком здесь в горле, в пятой чакре, этот белый ком. Угу. И я вижу, так слежу, она вот так как его выкашливает, считывается томление, она томится там. Угу. Вот эта маленькая девочка томится там. И я вижу, что вот эта энергия, которую она выкашляла, Так. этот шарик, Угу. это именно тот глаз, который в ухе у этого Вельзевула. То есть ее вот эти энергии мучения, Так, страдания, понятно. это как позволяют слышать и видеть этому Вельзевулу ее внутренние, то есть и считывать ее эфирное ДНК. Так. Угу. Хорошо, спроси у Елены, видит ли она, что произошло, когда ей отдали ее вот это делать ритуал на Луну, и последствия все эти, видит ли она? Она видит, и я вижу, что происходит вот так, как будто бы ее вот этот какой-то, ну, как в таком конвертике и с таким бантиком. И этот бантик кто-то вот так, как, ну, он развязывается, розовый бантик,
и как распеленать ребенка. И я вижу, как этот ребеночек, его эфирная часть, поднимается в сектор будущего, а вот эти энергии Вельзевула черные уходят вниз. Но мы так и не увидели этот контракт. Угу. Так, а спроси Елена, на что она согласилась с Вельзевулом, когда она к нему подключилась? На какие Ну, я вижу, условия? Да. что она вот так как-то легкомысленно, вот так смотрит вверх. Угу. Так. Ну, я доверяла бабушке и вижу, что, то есть это как одна цепочка этих событий, потому что там еще это, сейчас надо посмотреть, что это за взрослая девушка, которая вот, то есть тут и ребеночек, и взрослая девушка, как бы одновременно все параллельно происходит, трогает эту черную воду. Так. Я вижу, что снова вот эта мама садится, и эти пасьянсы. Угу. Это вот этот мифический эгрегор, то есть это некое пространство домашнего программирования. То есть это там бабушка, мама, эгрегор, домашний бог. Вот, начинает проявляться. Это считывается как такой сосуд формирования будущих поколений. Так, хорошо, Виктория. Давай я приказываю этой бабушке Таисии проявиться. Ну, там мама тоже проявляется. Я вижу, ноги у нее как бы начинают освобождаться. Я ей даю эту книгу. И я вижу, что в этом контракте трое. То есть Елена, мама, бабушка. Кто там еще? Так, я приказываю всем участникам этого контракта проявиться. Вижу, как Елена вот так раздвигает огромную книгу. Я только подумала, где ее ответственность и что происходит, когда она впервые подсоединилась к этому эгрегору и когда она впервые подписала этот контракт. И я вижу, что эта книга такая большая и тяжелая, а на нее светит свет от первоисточника, и когда этот свет светится, то эта книга начинает с одной стороны вот нижняя тяжелеть очень сильно, а верхняя вот так эти листочки закручиваются в фракталы красивые. Так, это общий контракт, а книга... Так, что за книга, вижу сейчас, когда впервые, я вижу, что это вот связано, ну, по крайней мере сейчас, вероятно, нужно расторгнуть этот контракт, когда мама дала поддержать бабушке, и бабушка сделала этот ритуал, или этот ритуал был раньше сделан, а через бабушку, которая держала этого ребенка, и, вероятно, она же там посылала какие-то мысли, формы, говорила с ребенком, передавала вот эту связь. Все связано с этим косяком дома, и с этим считывается какой-то ведунья, с этим ритуалом, с этой масленицей. Так, а ведунья, кто это такая, приказываю проявиться? Так, появляется женщина, говорит, это я, бабушка. Таисия? Да, звучит Таисия. Так, давай спросим у Таисии, зачем она проводит этот ритуал с ребенком?
Она не Какова с цель? ребенком проводит, она проводит с домом. И я вижу, что она как будто бы освещает дом, то есть Мгм. делает какие-то ритуальчики, ну, звучит как на освещение или посвящение дома. Так, а Но что... там постоянно вот такое идет пшик, ну как чихать. Так, у Таисии еще раз спроси, какова ее цель освещения дома? Зачем она это делает? Я вижу, что она как будто выкапывает там, где этот косяк, Мгм. какое-то свечение зеленое, ярко-зеленый цвет, свечение зеленое. Так, что это И светится? вижу, что светится глаз дракона. Вот я смотрю, а там вот Мгм. глаз с таким вот черным посредине. И я вижу, что это портал, который закрывает будущее. И она так говорит, домашний бог, Так, а вот ритуальная эта схема. схема ритуальная. Ага. Так, это Таисия что-то откопала. А, Давай посмотрим, что она выкопала, что на физическом плане происходило в этот момент. Что она выкопала? А она ничего не выкопала, она открыла портал. Так, а вот этот глаз, да, который она достала, что... Или давай Вот посмотрим. этот глаз, это как Мгм. второе измерение. И Мгм. когда она сделала этот ритуал этому домашнему богу, то она как будто бы прокопала ямку и освободила, то есть создала этот портал. Мгм. И этот дух, он вот так как дерево черное, начал по этому углу ползти, вот так ползет, и такими черными вот этими ветками распространяется по всему дому. И вижу, что там эти девочки, и они просто вот так эти черные энергии к этим светящимся деточкам. Мгм. Так, хорошо. Вот, к Елене, да. А, Давай передадим этой Таисии информацию из этого сеанса, что мы видели. Покажем ей, что ее ритуал, какие последствия ее ритуала к чему привели. Там я вижу еще вот такая идет, как будто священник там что-то колдует. Мгм. Передай Таисии эту информацию. Я ей передаю. Мгм. Скажи, что это насилие над людьми, что против конам Первотворца, что она вредит своему роду. Если она хочет, пусть она отменит свое решение проводить эти ритуалы. Я вижу, она взяла информацию как книгу и сделала вот так, пальцы в рот, Мгм. и сильно как засвистела Так. в сторону сектора интерферентов. И когда она это сделала, то получил оплеуху. А, Вот этот он считывается как кумир, идол, этот Мгм. божок, Мгм. прямо в левый глаз. Вот. Так. Я ей передаю, что она может, ну, звучит так, откопать свой ритуал, отменить соприкосновение. Это ее воля, если она хочет, пусть она это сделает, потому что Елена, ее внучка, желает отменить все родовые негативные программы и поклонение этим башкам. Мгм. О, он считывается божок счастья, ничего себе. Да, только чье счастье. Так, хорошо. Что Таисия принимает информацию? Отменила ритуал? Ну, я не хочу даже Мгм. смотреть туда, чтобы я не влазила в чужое Хорошо. пространство. Я передала информацию, хватит. Хорошо. А Мгм. мое внимание сейчас идет, я вижу, как
мама вот сидит перед этим пасьянсом, и у нее вот эти руки, как эти черные энергии, а руки какие-то светлые. И снова, когда я смотрю на ее руки, то я слышу чертить, чертить. Ну, от этого, наверное, и слово черт происходит. И я вижу, что девочка сидит напротив за столом, она сзади нее, вот так и вокруг нее, вокруг головы, чертит вот эти, как будто, вот оно так и звучит, чертите, черти, одно и то же. Угу. Как будто эти деревья черные. То есть буквально чертит вот эти негативные энергии ребенку, закрывает будущее, Угу. считывается предназначение, и там появляется, считывается Евгений, ее муж, бывший. Угу. То есть это Так. вот это предназначение, да, то есть этот Угу. муж, он был притянут этими программами, чтобы закрыть ее предназначение. Угу. Так, хорошо, Виктория. Давай матери Людмиле передадим тоже информацию, которую мы передали Таисии. Пусть она, Да. если хочет, почитает. Людмила, да, это Угу. она. Я Угу. вижу, она вот так, у нее как кастет. Все пальцы вот эти, вот так как кольца, на каждом пальце черные кольца. И она вот так снимает, и я вижу, как все эти меридианы утянуты в сектор интерферентов. А это чудище, вот этот Вельзевул, ну, это дух. Угу. Это ему все в рот тянется. Так, хорошо. Угу. Я Виктория, ей давай... тоже передаю информацию, чтобы она поднималась в те пространства, где отдыхают души, и закрывала порталы за собой. Угу. Так, хорошо. Давай вернемся к вот этому контракту, в котором с Вильзевулом было. Так, И отсоединиться уже да, отсюда. да, отсоединись пока от всех и всего Да, вижу остальные. контракт. И Угу, снова хорошо. вот это одновременно идет. Такие картинки. Девушка, как будто сонная, Угу. вступает в эту воду. Она, это программа, потому что это я сейчас смотрю по карте. Так. Это у нее основная программа. Так, да, это с этой бабушкой связано, и колдовской эгрегор с этим домушником, с этим домовым. Угу. Давай посмотрим контракт, Виктория. Что это за контракт? Какие условия? Вот здесь с правой стороны у нее слышу вот такое, вот пальчик вот так, Угу. глаза вот так вверх, и так кружит, и говорит, ну, я в это не верю, такие программы, черные программы, это такой эгрегор. Я передаю информацию Елене и говорю, что ее рациональная часть хочет Освободиться от всего освободиться. эзотерического бреда. Угу. И показываю ей на этот имплант, этот глаз в ухе, и вот этот механизм у нее в ухе. Ага, я вижу, она отказывается, чтобы ее мать отдавала как бы бабушке поддержать. Угу. И я вижу, как она матери как оплеуху дает в лицо. Ну, почему-то в левую сторону, и глаз вот сюда. Матери возвращается, а она выходит. Хорошо. Она говорит, я отказываюсь принимать твои решения. Угу. Я вижу, что это как переброс программ идет. Угу. И
переброс кармы от матери к ребенку, то есть мать фактически передает ее решение подчиняться этим родительским родовым программам. Угу. Хорошо, пусть Елена откажется соприкасаться с антимиром, расторгнет контракт с этим Вельзевулом. Приказываем этому башку забирать все его воздействия его руками, последствия, и отдаем карму за все воздействия. Пусть Елена это сделает. Отдаст. Елена это делает, я вижу, что она буквально выкручивает из левого уха вот эту спиральку металлическую. Угу. Я ей говорю, чтобы она вернула себе первичную чистоту, Угу. которую она имела до появления этих всех имплантов, чипов, до появления зла, чтобы она вернула себе божественную чистоту. Угу. Вижу, как ее энергосфера очищается, становится большая, прозрачная. Также нужно отменить вот эти поездки в этот дом бабушки. Угу. Я вижу, он находится в секторе магии, и она буквально вот так за шею себя хватает. Хорошо. Давай найдем тот момент, когда ее решили отправить к бабушке. Что это был за момент на физике? Давай посмотрим. Ну, это и был момент, когда ее отправили к Угу. бабушке. Так, ну хорошо, пусть Елена зайдет в этот момент, выскажет маме все, что хочет, и откажется ехать к бабушке, отменит это решение, сделает так, как сейчас считает нужным. Я вижу ту ситуацию, где она, вот там, эта программа, она считывается в чреве Вельзевула. Угу. Вот. Можно сказать, что Вельзевул это как собирательный такой эгрегор, где вперемешку все программы, энергии и вот эти все механизмы соприкосновения, взаимодействия с чистыми душами. И вот эта душа ребенка как спит. А они вот так какие-то программы, какие-то духи стоят, вот так пальцы держат вот так вот. Так, а что это за программа вот эта? И Пальцы смотрят держат. на нее. Сейчас я посмотрю. И они вот так как-то головами машут. Так. Что Так, это у за них хвосты программа? появляются. Крокодилы. Два крокодила. Они находятся в секторе магии. И хвосты так дальше тянутся. Рептилии. Прямоходящие. Так, этим крокодилам приказываю проявиться согласно их эфирным ДНК. Они считываются слуги Вельзевула. И я вижу, что это программы, считываются тяжеловесные программы, как какое-то тяжеловесное оружие. Так, а кто проявляет? Проявляет Кто на физике, физическом. да. Кто на физике проявляет эти программы и воздействует на Елену, ему приказываю проявиться. Я вижу, там появились сначала мама, бабушка, потом Женя. Слышу Женя. Мужчина, муж. Потом какие-то таролог с какими-то звездочками, какие-то как гремучая змея, так вот хвостом. Так, хорошо, Виктория, давай пройдемся по аспектам. Давай. Так, значит, был такой случай, что она в 4 лет, ее дедушка учил играть в карты.
она хочет, Елена, отменить свое решение, брать эти карты и обучаться этой игре. Пусть она зайдет в тот момент и изменит свое решение и откажется от предложения этого дедушки. Что-то вот появляется такая коричневая энергия в этом дедушке, ну, в этой Мгм. ситуации, и я вижу, он очень рассердился на нее. Пусть она выскажет то, что думает, покажет ему эти Она программы. ругается с ним, Мгм. а она говорит, ты мать мою подставил. Мгм. Я вижу, она буквально себя забирает, вытягивает свою энергию, как будто бы из глаза этого зеленого домового бога Мгм. и закрывает портал, отказывается, да? Мгм. Хорошо. То есть Я она говорю, чтобы она все почистила, всю ее чужеродную всю пространство. энергию отправляла в портал в антимир, О, отсекала. Мгм. вот снимает как будто вот так многомерное такое, эти значки карт из карт. Мгм. Буквально из глаз это вытаскивает. А, Мгм. Очищает, закрывает весь очищает, да? портал. Мгм. Хорошо, Виктория, соединись от этой ситуации. Мгм. А, Пусть, значит, Елена покажет первое событие, когда бабушка Таисия решила водить ее в баню. Пусть она покажет это событие. Она хотела отменить эти решения, ходить это в баню. Пусть она отменит это решение и сделает так, чтобы не позволять, чтобы бабушка ее водила в эту баню. Ам, Не вижу я, что там происходило в этой бане, но Мгм. вижу, что а, какая-то фигура, как будто бы такая вот какая-то разлезлая, как старое дерево, вот как кора старая, вот что-то вот такое, Мгм. э, удерживает ее вот так вот. Ну, если коротко, то действует и на ее будущее. Мгм. Так, что это за существо? Я ему приказываю проявиться согласно его эфирным ДНК. Эта программа считывается преемственности. Вот как молодое тело, я Мгм. вижу, как она, молоденькая, ну, девочка, да, вся сияет, а бабушка вся такая старая. Мгм. Ну, она выглядит как старое дерево. Так. Может, она старая не была, но энергии вот такого замшелого дерева. Мгм. И Так, и вот я эта вижу, она программа. вот так А, смотрит, так. а, Елена вот так смотрит, как будто бы сквозь ногу этой бабушки. Просто и замечает, ой, замечает этот открытый портал, и ее рвет. Мгм. Так, хорошо. Пусть она этим всем программам запретит вторгаться в ее пространство. Я От- вижу, она отменяет, как будто бы там деревянный какой-то такой крючок, Мгм. вот, а она как-то хлопнул, и она очутилась вот за пределами этого пространства. Я ей передаю, чтобы она забрала всю ее энергию, отменила все взаимодействия с чужеродными а, Мгм. этими Эгрегорами. энергиями, Мгм. и с этими чужими мирами. Оно звучит как чужие миры. Да. Двухмерные, все остальные, пусть он отторгает все эти подключки к этим мирам. И чтобы она вернула весь свой жизненный потенциал, гармонию, творчество,
Мгм. Вот. И опять вот этот какой-то портал открытый между сектором магии и сектором интерферента. Она Так, получается как коромысло сейчас связала. И там два пространства между собой связаны. Как будто вот это, знаешь, такие весы, которые вот так на мгм. одной оси висят. Так. Мгм. Кто хозяин портала, я ему приказываю проявиться, согласно его эфирным ДНК. Идет такой рептилоид, Мгм. Так. огромный как крокодил, но это тоже Программа. программа. Он как будто бы людей ест внутри. Мгм. Люди маленькие, а он их вот так пожирает. Мгм. Так, ладно. Считаю, Виктория, вот эта программа, как она воздействует на Елену? Я слышу определение старости, зацикленность на старости. Мгм. И у Елены вот так буквально как два импланта вот здесь, то есть заземление, скажем так, на старости, и перед глазами вот такие два круга, ну как кастрюли, от кастрюли такие крышки огромные. Мгм. Вот так и звучит определение старости. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим то событие, когда открылся этот портал, впервые появился в ее пространстве. Что на физическом плане в этот момент происходило, пусть Елена покажет или считай информацию. Ну, если так, я не буду в подробности впадать. Угу. Если коротко, то то дети не должны видеть взрослых родителей голыми. Угу. Так. Это шокирует ребенка Угу. и определяет взгляд, то есть она представляет себя вот этот во время шока, как подсознание открывается, и вот эта картинка Угу. как бы ее будущего, она зацикливается, то есть вот что То ее есть, ждет. ага. Что она в этот момент почувствовала? Ну, вот я вижу вот эти чертить, вот эти Угу. как черные вот эти такие. И вот это некрасивое, не буду говорить, какая часть тела, ее так шокировало, Угу. что это вот буквально как перед ней стоит. Мужское, да? Что? Мужское достоинство? Ну, Нет. часть тела ты имеешь в виду? Ну, волосы. Ага. Вот Так. вот Мгм. эти космы, они похожи как вот эти ветки Мгм. чертить. То есть это одна и та же цепочка этих Так, программ. хорошо. Мгм. Видит сейчас Елена своим сознанием, пусть она зайдет своим сознанием в этот момент, изменит свое решение, что ей это не надо, и пусть изменит так, чтобы не сталкиваться с голыми родителями, и отторгает все это информационный пласт, связанный с этим шоком. Да, это принятие старости и смерти как что-то нормальное. И сейчас я вижу, она выходит за это пространство и такую ладью, так звучит такое корыто, Мгм. какое-то корыто, как деревянное, что ли. И она вот это звучит как ладья, и она эту ладью с этой водой выталкивает с ее пространства и вот снова как будто затаптывает. Вот бабушка раскапывала, а она затаптывает этот косяк, и я вижу, что в этот момент она
вот берет вот это дерево, которое по косяку поэтому, Угу. буквально вырывает это зеленое свечение. И я передаю, что ее род это принадлежит ей, и она сейчас может расторгнуть все контракты и очистить ее дом и дом этой бабушки. Угу. И вот эта девочка маленькая в пеленочках что-то шепчет. Она что-то говорит. Она говорит об этом лунном свете, который как молодая луна. И говорит, она меня заговорила. Так. Бабушка заговорила. Угу. Так. А спроси у нее, почему Я она вижу, позволила? что бабушка много шептала. Она шепчет Угу. над колыбелькой и крестит ей на лобику. Делает вот так рукой Угу. на лобике. А она с глаз снимает, она берет, целует в лобик, как будто бы высасывает что-то и плюет Угу. в сторону интерферентов. А вот этот эгрегор Вельзевул, этот домушник, вот этот домовой, он берет вот эти поцелуйчики, как копеечки, собирает. То есть вот эту энергию, жертвенную эту энергию, то есть ребенок как бы, Угу. вижу, знаешь, как застыл, как будто в металлическом яйце вот так застыл. Появляется такой привкус металла, Угу. и оно как ртуть. И безысходность. То есть, да, вот в этот момент это все появляется. Так, это в момент, когда она почувствовала безысходность. Что в этот Да, и момент на сейчас я вижу, физике что было? она от меня. Ну, Угу. бабушка ритуальничает. Бабушка. Бабушка шепчет и все. Ага. Да, да. Угу. И я вижу, как она отказывается от этого, и от сектора принятия решений идет такая черная игла, которую отдает Елена через эту бабушку к этому Вельзевулу Угу. и освобождает ребенка. Хорошо. Я Угу. передаю любовь и заботу ребеночку и говорю с ним, говорю, что Елена выросла, и она самая любимая. И Елена так заботится о ней маленькой в том времени, чтобы она сейчас убирала все эти негативные ощущения, Угу. предательства со стороны родителей, со стороны их программ, и отдавала карму Вельзевулу и всему антимиру, и всем этим программам. И я вижу, как она вытаскивает вот из левого ушка вот эту спиральку. Угу. Это спиралька черная, и она вот так закрученная. Вот такая, как буковка какая-то. Так. Я ей передаю, чтобы она, что ее рациональная часть, да, вот она на ребеночка берет, передает в сектор будущего, и там светится. То есть она как примирилась с собой. Я ей передаю, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии, вот эти все начертания. А вот это и есть начертание дьявола. Вот эти все программы, это не какое-то число, которого глупые люди боятся, чисел они боятся. Нужно бояться тех программ, которые внутри человека, а не которые все снаружи. Ну, да, Это и есть начертание зверя, то есть вот это вся система порабощения души через этих... Согласие, подчинение. Через Вот, магию, да. через ложь, потому что вот это все.
И она выходит. Я вижу, как лопается это яйцо металлическое. Угу. И она дала бабушке кулачком. То Угу. есть бабушка получила карму. Вот, и я передаю бабушке Таисии, Угу. и чтобы она то же самое отдавала карму Вельзевулу, Антимиру, всем программам, всем чипам, имплантам, этим крокодилам. Я им Угу. приказываю убирать все воздействия. Вот эти крокодилы, оно считывается как человеконенавистнические программа и как, буквально как людоедство. Потому что звери людей не трогают, уважение к божественным конам жизни. Но крокодилам, как обычно, законы не писаны. Они живут своей жизнью, и у них свои законы, а не коны Вселенной. Поэтому вот идут эти энергии, Угу. идентифицируются как крокодилы. Так. Приказываем этим программам, крокодилам, забирать все воздействия на Елену. То есть эти программы, карму этим программам даем, сжигаем Да, эти она это программы. делает. Угу. И я вижу, она встает с этого. Нужно будет хорошо потом еще проверить то пространство. Она вот встает, где они говорили, что она им принадлежит. Она говорит: я не ваша, это не мой дом. И Угу. бросает это черное одеяло и выходит. Выходит по ступенькам вверх. Я передаю Елене, чтобы она призывала все частицы ее души с тех всех ситуаций. А сейчас Так, все где она? загремело и Угу. задвигалось. Так. И я слышу, потянула все в сектор магии, и я слышу кармическая ответственность. Угу. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим, когда образовалась эта кармическая ответственность у Елены в любом из воплощений. Самый первый раз. Так, сейчас это проявляется такой огромный шар в секторе магии. Угу. Так, кто в секторе магии? К хозяину этого шара я приказываю проявиться. И изнутри стучит Елена. Она как закрыта внутри в этом шаре, и так вверх стучит, и говорит: это я. Угу. Так, а что это за шар, Виктория? Кармическая ответственность. Угу. Давай посмотрим тот момент, когда этот шар впервые появился в ее пространстве. Что это было за событие? Давай посмотрим, что происходило на физическом плане. Так, на эфирном плане она как будто бы вот идет по ступенькам вниз, а на физике я вижу, оно считывается, предает себя. Я вижу, как она целует мужа вот такими Угу. черными губами, а губы это как программа между ними. И это вот связано вот с этим, что вот луны эти меняет. Считывается, предала свою родственную душу. Заключила контракт с дьяволом. Угу. Вижу бракосочетание, так и звучит бракосочетание, что интересно, в украинском языке это шлюб, а двое людей, Угу. муж и жена, они от слова друзья, подружья. Угу. А в русском языке это звучит как брак, то есть сочетание браков, двух Угу. бракованных вещей. Хорошее дело браком не назовешь.
Да, Хорошо. да. Давай посмотрим в момент бракосочетания, какой она подписала контракт. То есть момент Я этот покажет. слышу подчиниться вот этим чертям. То, что начерчено было этими Мгм. картами, рунами, вот этим всем. Мгм. Так. Кто вторая сторона контракта этого, я приказываю проявиться. Самому главному. Проявляется внутренняя сущность этой всей системы, которую мы смотрели. Вот это как белая голова, которая вот так отсасывает. Мгм. Так. Так, кто Считывается это? матрица. Мгм. И когда я смотрю, то вижу вот эти как кристаллы, все вот такое. И вот это, что она говорила, они говорят, она говорит, я пришла посмотреть. Это то, что раньше проявлялось, что двое стоят так и смотрят на нее. Она так, какое согласие. Мгм. Так. Считывается, что она преодолела внутреннее сопротивление, поддалась привычке. Так, какой привычки? Ну, я вижу, что это привычка, ну, считывается вот так, как дружить, может, это как друзья, Мгм. но не с точки зрения, что друзья, а это оно вот так, как будто считывается вот это пи, как будто бы руки их, ее и его насильно кто-то соединил, и это из-за карт. Мгм. Вот Так, эти все хорошо. ритуалы на Мгм. привлечение жениха, эти святки разные, гадания, оно все работает на матрицу, чтобы подтасовать факты. И чтобы сбить с толку молодых людей, Мгм. чтобы подсунуть им не того. Так, хорошо. Давай покажем аспекты Елене, ее подсознания, что Елена хочет отменить от всех этих эзотерических похождений по списку вот эти все, которые были отменены уже, там Великий Оракул, Тара, руны, всякие лекции, крайоны, Голубева, там медитация, что ее рационально хочет от этого от всего отказаться. Пусть она отменит каждое решение заниматься эзотерическим бредом, отменит каждое решение и отторгнет от себя все эти программы и энергии отправит на аннигиляцию. Я вижу, как она платье свадебное Угу. просто вот так разрывает, и оно вот так как-то по спиральке отрывается. Угу. Сверху белое, внутри черное. Отрывается, и я вижу, как она с рук стягивает такие, как перчатки черные. Это кольцо расторгает контракт и бракосочетание, и я вижу, как черный венок. Получается, что если человек подключен каким-то вот этим негативным эгрегором, то любой ритуал, вот Угу. проявляется вот это сыпят а, Этот песок, да, вот с этот песок, завязанными руками. Угу. странный ритуал, демонический буквально, что сейчас я посмотрю, что на эфирном плане происходило. Угу. Это как раз Посмотри. и было как завязывание с этими, ну так и звучит, с Вельзевулом. Угу. Я вижу, как она вот руки раз освобождает,
разрывает, и все оно сыпется, как прах черный. Мгм. Я ей передаю, чтобы она выталкивала все эти чужеродные программы и воздействия, взаимодействия, и чтобы она отказывалась от всех То есть, да, ритуалов. да, от ритуалов, соприкосновения с этим миром, пусть она откажется и прикажет этому Вельзевулу забирать все его воздействия. И Она отдает, это призывает делает. силы кармы, отдает карму Вельзевулу за все насилия. И забирает от него свои частички души. Эти частички пусть она очистит. Потенциал, да, тоже забирает. Мгм. Хорошо. Я вижу, как она поднимается вверх, а Мгм. черная вода, как вода, эта энергия с ее будущего утекает, и она возвращается. Я ей говорю, чтобы она сейчас очистила теперешнюю всю ее жизненную ситуацию и уже сотворила свою новую реальность. Это полная гармония и соответствие конам Вселенной света, истинного Мгм. света, истинной жизни, гармонии, первоисточника, первотворца. Так, и пусть удаляет из ее пространства все чужеродное и исполняет свою миссию. Мгм. И я вижу, оно идет как соприкосновение с антимиром, и такие тоненькие иголочки черные вот эти черты, черти Мгм. все уходят, Так. да. И Мгм. я вижу, у нее появляется такое платье, и она как ангел с крыльями заходит в сектор будущего, энергосфера правильной формы, Мгм. и она смотрит на руки, а у нее вот эти меридианы вот так все переплетается, то есть закрытая энергосфера полностью, то есть сама вся в себе, Мгм. Мгм. но есть Отлично. тоненькие такие вот связи со Вселенной, есть, оно все вот э, так красиво, очень красиво, оно выглядит как тоненькие ниточки, такие кучерявые, Мгм. связано с другими, очень гармонично и нежно. Мгм. Да, это, наверное, красиво посмотреть на это. Ну, хорошо, Виктория. Пусть, значит, Елена, значит, Она разорвет. еще один ритуал убирает, подожди. Какой? Какой? Мгм. Я вижу у нее пупок, и она вытаскивает из пупка, бабушка делает ей заговор. Ей кто-то шепчет, ну идет бабушка. Мгм. Ам, Так. Что-то шепчет на пупок. Так, приказываю бабушке отвечать этой. Приказываю ей проявиться и отвечать, что она заговаривает. Ну, она говорит дырочку. Так, зачем это она делает? Приказываю ей отвечать. Вот эти программы говорят, что пропускаю Визивула. Мгм. Я вижу, что пупок это как такой, как портал Ага. энергетический. И тому, как считывается, как Мгм. передовая, где Мгм. соприкасаются вот силы света и силы тьмы. Меридианы вот так вот. Так, хорошо. И этой бабушке передаем информацию, что она, какой вред она наносит своей внучке, что она нарушает коны. И пусть она Елена или... просто вот так Да. Угу. вытолкнула все эти, запретила. Я вижу, как Хорошо. отменяется это решение принимать этот Угу. заговор. Я вижу, Угу. как энергия черная вот так к бабушке шмяк прямо на ее рот. Вот почему говорят черноротая.
Ну, бабушки очень часто вот это делают, думают, что они добро делают. Ну да, тоже обмануты. Да, и я вижу, как Елена выходит и ноги свои вытаскивает из черного пространства и светится. Мгм. И в этот Хорошо. момент я вижу, как это дерево с этого дома, я передаю, чтобы она чистила все ее родовое древо и все на физическом, и на всех эфирных планах, все ее имущество ее рода и все родовые книги, программы и коды, пусть она очистит и вдохнет, Мгм. слышу Наполнится имя энергией. света. Мгм. Имя света. Ну, Так, а что? имя света. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Да, посмотри, Виктория. Ну, я же сказала вот так, коды родовые. Мгм. А это имя, то есть код, и каждое имя, ну, имя, каждое слово – это имя. Это код а, эфирная ДНК энергии. То есть каждое Мгм. слово соответствует определенному коду, который Информационная, да. открывает определенное пространство. Поэтому очень важно вот следить за своими словами. Это точно. Ну, не Так. зря в английском называть, призывать одно и то же. Ну, называется call. Мгм. Звонить, звать, называть Мгм. одно и то же слово. Так, хорошо, Виктория. Мгм. Значит, пусть она почистит пространство свое, поднимется выше, наполнится энергией, жизни, гармонии. Она это делает, и я вижу, как она каким-то как кием. Такой кий, и она Мгм. его... Ну, я не знаю, почему он кий называется. Как будто вот это, знаешь, раньше уголь добывали такой штукой. Кирка. Кирка. Мгм. И она разбивает вот там в этом углу этого дома. Мгм. Там вот этот глаз. Он сейчас стеклянный. Так. А что это, Виктория, глаз, как он выглядит на физическом уровне? Что это там за На вещь? физическом там такая коробочка из-под консервы. Угу. И там такая свечка внутри стоит. Понятно. Так. То есть вот этот Виктория. ритуал открывает Мгм. портал для считывания эфирного Мгм. пространства всего рода. Ясно. Виктория, считай информацию. Вот этот угол дома, он какое имеет направление по сторонам света, чтобы определить, какой это угол, чтобы Елена смогла найти, и на физике, если Мне она не надо захочет, на не физике надо? ничего делать. Угу. Ну ладно, тогда Она я это должна это просто... все в эфирном пространстве, это все, Хорошо. потому что стороны света, они вот там вверху. М. Сейчас я посмотрю, как идут стороны света вот эта ментальная карта, она имеет отношение, это истинное расположение. Вот. Мгм. Так. И для того, чтобы можно было определить истинность ну, информации. Поэтому все тело человека, оно тоже построено по этим конам истины. И каждая клеточка тоже имеет внутри вот этот код истины. И вот эта ментальная карта позволяет определить, что это, чтобы миновать вот эти Мгм. ловушки лжи. Ладно, хорошо, Виктория. Мгм. И дом, Пусть... Да. вот этот Мгм. дом, Да. и этот, ну я объясню тебе, чтобы ты понимал. Мгм. Вот этот дом,
Он, Так. конечно же, что имеет значение не в физическом пространстве, как он расположен, а на эфирном плане. Он, конечно же, находится с левой стороны, там, где идет магия, там, где идет гипноз, там, где ложь, любое насилие находится ментально по отношению к человеку или к объекту с его левой стороны. Не Угу. с моей. Я смотрю вот так вот, то есть с его левой стороны. Потому что ментальная карта очень сложная. Ее нужно так чувствовать и понимать, где она относится к человеку, а где она относится ко мне, как к зрителю. Потому что есть общее пространство, а внутри общего пространства есть пространство субъективное именно этого человека или предмета или объекта какого-то. Вот. Да, это надо изучать, Виктория. Да. Я понял. Давай вот ты сказала про этот глаз. Пусть Елена очистит дом от этой консервы, от этой эфирной структуры, полностью отправит эту хрень, так скажем, на полную аннигиляцию. Я вижу, что она находится в секторе миссии как ангел. Угу. И вот так, как будто она стругает такие, как рубанком, каким-то вот так, как ножом, такие черные энергии. Ага, вот оно что. Она вот это строгает, и они такие, как стружки большие, так уходят. А вот это то, что я видела, что ее эфирное пространство вот так, как гармошка, зацепилось вот там, оно возвращается, и возвращается целостность. Я ей передаю, чтобы она запретила в ее роду, во всех воплощениях и во всех временах, на всех уровнях сознания, подсознания и физического плана, и в эфирных пространствах применять магию, заговоры, насилие, ложь, и очистит считывается ее поместье, ее род, ее поместье. Пусть распространит в роду эту информацию, чтобы каждый участник в роду отказывался от всех этих соприкосновений с антимиром, использовал опыт Елены и отказывался от всей этой эзотерики, программ антимира, контрактов, разрывал все контракты и очищался. Она это делает, я вижу буквально это, как будто бы она из своего пространства ее рода. Снялись такие какие-то штаны синего цвета на такой завязке с какими-то звездочками. Вот оно что. Это вот эти все заговоры колдовские, это все, это открывает пространство. Оно считывается как звездочет. То есть это дает право этим всем колдунам проникать внутрь пространства. Я ей передаю, чтобы она запрещала. Она запрещает и как стукнет правой ногой. Хорошо. Вот. Пусть всем этим насильникам призывает силы кармы, отдает всю карму им истинным виновникам. Снова вот эти я вижу, как у нее как будто две крышки такие. И они полетели с ее пространства в сектор интерферентов, слетают. Она Хорошо. как ангел выглядит, да, все хорошо. Я ей передаю, что она закрывала все порталы. Снова проявилась эта коромысла, она его очищает. То есть это пространство, то есть оно должно все уйти. Эфирная, вот эта ментальная карта должна измениться. Вот когда пропадет сектор миссии, не сектор миссии, а сектор магии и сектор интерферентов, тогда будет полностью выполнена миссия. Так, хорошо. Пусть Елена, она хотела очистить отношения, отказаться от отношений с мужем бывшим Евгением. Пусть она почистит все привязки
откажется, э, обрежет все привязки, вернет свою энергию и очистит. Не обрежет. Не обрежет? Нельзя обрезать. Так, как? Я вижу, Правильно. что у нее во второй чакре, первой, буквально снова бантик этот. Эту Мгм. привязки нужно вытащить с крючками и А, зацепками. да. Что осталось от отношений с Евгенией, пусть все привязки вытаскивает. Да, я ей передаю, чтобы она его отпускала. Мгм. Это делается, этот бантик прозрачный уходит. Я ей передаю, чтобы она вернула весь ее потенциал, всю ее Мгм. гармонию, здоровье, молодость. Она это делает, и я вижу как огромную жемчужину, вот там, где эти были, Мгм. как луны, которые переставлялись вот так. То есть подбирался это Ну как, да. подбирался вариант событий. Мгм. Вместо Да. этого такой огромный Мгм. светящийся шар, гармония. Отлично. Так, хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да. Так, Елена хотела отменить ту ситуацию, когда она цыпленку закрывала клюв, перекрывала кислород. Пусть она зайдет в тот момент и откажется это делать, изменить эту ситуацию. Она отменила эту ситуацию. Это тоже было связано вот с этими подключками, с этими энергиями. Угу. Она отменяет также, когда она перелазила через... То есть она не перелазила, но программа была перелезть Угу. через это, то есть выпасть. Ясно. Да, хорошо, Виктория. Пусть она очистит от программ этих, которые ее сподвигли перелазить. Пусть отправляет на аннигиляцию. Она это делает. Угу. Хорошо. Так, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да. Пусть Елена зайдет в тот момент, когда она в бане, если это еще осталось. Если осталось, как она в бане воду свою обожгла горячей водой. Если эта ситуация осталась, пусть она изменит, чтобы она не обжигала руку. Я вижу, что эта ситуация еще была, и вот этот огонь, который я видела, как она в портале стояла там, Угу. этот огонь, потому что это тоже было все связано, завязано в одном клубке событий. Угу. И как этот огонь, вот буквально она вот отменяет, я вижу, она как под холодную воду, и это все зашипело, и с руки сошла такая, как будто бы отпечаток ладони, как будто бы из снега. То есть эта программа, все рассыпается, и этот портал горящий закрывается. Угу. Хорошо. Пусть закрывает полностью. Чужеродная энергия тоже Я ей сжигает. передаю, что она отменила ходить Угу. в баню. В бане, да. Да, и вот эти черные крышки снова снимает. Я ей говорю, что она полностью избавилась от программ старения. Угу. И чтобы вернула молодость, гармонию, красоту, Угу. здоровье своего тела, возобновила все энергетические структуры до совершенства, Угу. чтобы наполнила То есть, все да. свои тела, эфирное и физическое тело, гармонией, молодости, Пусть здоровья. установит программы Первотворца, все ее главные программы от Первотворца совершенства, пусть она заново установит, то есть восстановит, которые были у нее до погружения в этот антимир. Ну, она вся светится, да. Мгм. Хорошо, Виктория. Вот здесь Чистим. она писала, что когда ее заставляли ездить к бабушке, у нее была сестра, она с сестрой ездила туда к бабушке. Пусть она позовет сестру свою, с которой она ездила,
Я вижу, что они постоянно обмениваются информацией. Мгм. Пусть она передаст Да, она это делала. о своем сеансе. Да, мы передадим тоже через нее этой сестре Ольге информацию об освобождении, материалы, алгоритма освобождения. Пусть Ольга, если хочет, пусть она освобождается точно так же от антимира. Да, все происходит, они вместе идут вверх Мгм. и говорят, мы вместе пришли, вместе уходим с антимира, идут вверх. Отлично, хорошо. Поднимаемся максимально вверх, Виктория. Да. Все там, кто есть, очищаемся, чужеродной энергии в портал на удаление, закрываем все порталы. Мгм. Угу. Посмотри на Елену, как она сейчас выглядит. Выглядит как ангел. Угу. И постоянно вот я смотрю, она мне, ну, она вот так руки показывает, и вот такие светящиеся меридианы, как Угу. такие лучи идут, мягкие. Хорошо. Так, Я смотрю вверх, Угу. все хорошо. Угу. Ну хорошо. Пусть она еще раз посмотрит и призовет свои частички души, потенциал, который она оставила, свою энергию. Пусть призовет, возвратить обратно, очистит. И да, и энергии бабушки проявляются. Я ей говорю, чтобы она отсоединилась, то есть убрала все подключки, Угу. программы, чипы, импланты, а также какие-то каналы утечки энергии, восстановила свою целостность, суверенность, а все чужеродные энергии в портал на утилизацию, и пусть сотрет со всех информационных полей. Все эти события оставят себе только опыт. И вот снова проявилась вот эта часть. Развязала этот энергетический узел. Все, хорошо. Замечательно. Хорошо, тогда спроси у Елены, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, все сделали. Я вижу, как в этом были четверо, 4 стороны были в этом контракте. Все расторгли свои контракты. То есть он потерял силу. Замечательно. Ну, хорошо. Вместе максимально вверх поднимаемся, наполняемся энергией, любви, жизни, гармонии. Угу. Елена, если хочет, пусть информацию о этом сеансе оставит в открытом доступе всем светлым душам. Да, она хочет, ее энергосфера прямо сияет, как лучи. Лучи идут вот так. Угу. Она вся сияет, сияющая, как солнце. Угу. Хорошо. Ну тогда благодарим за труд Елену. Прощаемся с ней. Виктория, просмотри, есть ли какие замороженные ситуации. Ничего нет. Проверяй личное пространство. Все хорошо. Прослушал. Хорошо, Виктория. Отсоединись от всех и всего. Я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Да, я нас поздравляю. Было запутано все так. Ничего не запутано, ты что? Пока разобрались в контракте, который раскидан на всю группу, это практически родовой такой контракт. Да, много Кто мог событий. подумать, Все. у меня никакой чувственной, эмоциональной какой-то связи с этой бабушкой нету. То есть, я никогда в жизни, вот если бы я не пришла на 3-й сеанс, то есть я бы и не подумала, вот, если бы не дышала, если бы... Но у тебя был аспект с этим домом. Ты чувствовала аллергические влияния. Первый, он же началось, когда она на дом именно сделала этот ритуал. И вот там вот эти черти, они же полезли в дом.
То есть оно как бы там через этот портал начало лезть. А я Молодцы. вспомнила, вот тоже это нигде не проскакивало, и другим тоже, это по поводу темы домовых. Как часто вот нам говорят: ай, ставь хлебушек, ай то, и вот разговаривают с домовым. То есть зачем? Ну, вот мне тоже пришло, когда вот Мона, она всегда разговаривала с домовым. То есть, когда человек не на все 100% предан себе, своей душе, иконам чистоты, иконам Вселенной, то эти черти всегда найдут лазейку. И вот они нашли. Я только сейчас вспомнила, она когда-то вот, она вечно какие-то бантики им вязала, с ними разговаривала, они ей там возвращали какие-то предметы, что-то такое было. Я на нее смотрела, ну, я, правда, молчала. Для меня это было такое, знаешь, как будто бы какой-то сюр из какого-то потустороннего мира. Для меня это даже... Я не могла даже понять, что это такое, зачем это. То есть это как-то дичь Мгм. какая-то. Вот. И когда вот, да, это вот такие зацепки, а потом, когда я говорю, мы, ну, она процедуру там делала, и я говорю, мы с Надей смотрели, у тебя такие появились шары на глазах. Она, да, это мне Илья помогал. Я говорю, ты что, это же искусственные вот эти. Да, он мне это самое, я ему разрешила, он там в меня залез, там мне что-то понастраивал, т.д. И после этого вот все, у нее пошел полное отвержение истины. Только появляется человек чистый, у нее рвотный рефлекс. То есть он ей поменял вот настройки, и она позволила влезть в ее голову, чтобы он там магичил. Мгм. То есть она стала фактически инструментом в его руках. Да, будем разбираться еще, вытаскивать. Ну хорошо, девчата, молодцы, Спасибо. спасибо за труд ваш. Благодарю вас.